Привет, друзья! Это Валерий Табаков, ваш юрист с многолетним стажем, который видит мир не только через призму законов, но и через линзу власти, инноваций и скрытых механизмов влияния. На моем YouTube-канале мы всегда разбираем, как элиты формируют нашу реальность от корпоративных слияний до глобальных сдвигов. Сегодня я хочу поговорить о человеке, который, по моему мнению, является одним из самых влиятельных архитекторов современного мира – Питере Тилле. Это не просто биография, это глубокий разбор его философии, триумфов, провалов и, тех темных углов, которые он сам предпочитает держать в тени. Почему Тилль? Потому что его идея – это не абстракция, а реальные рычаги, влияющие на политику, технологии и даже на нашу повседневную жизнь. Если вы хотите понять, куда катится мир в 2025 году, пристегнитесь. Это будет честно, без прикрас и с фактами, которые заставят вас задуматься. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях, что вы думаете о Тилле. Антихрист он или гений? Давайте разбираться. Питер Андреас Тилль родился 11 октября 1967 года во Франкфурте на Майне в Западной Германии в семье строгих христианских фундаменталистов. Его отец Клаус Фридрих Тилль, химический инженер, переезжал по миру в поисках работы, что сделало детство Питера кочевым. Когда ему был год, семья эмигрировала в США, в Кливленд, штат Огайо, но на этом путешествия не закончились. В 1971 году они переехали в Южную Африку, а затем в Юго-Западную Африку, ныне Намибия, в разгар апартеида. Питер посещал немецкую школу в Свакопмунде, где униформа и телесные наказания были нормой, а местная немецкая община, по его собственным словам, превозносила нацизм. Это место, пропитанное расизмом и авторитарной культурой, оставило след. Тилль позже признавался, что именно там зародилось его отвращение к униформе и коллективизму, что подтолкнуло его к либертарианству и индивидуализму. В 1977 году семья вернулась в США, в Фостер-Сити, Калифорния. Питер был одиноким, замкнутым, но блестящим ребенком. Он обожал шахматы, стал мастером в юном возрасте, фантастику Айзека Азимова и Роберта Хайнлайна, а «Властелина колец» Толкина перечитал 10 раз. Неудивительно, что его компании Palantir, Valar Ventures, Mithril Capital названы в честь элементов из произведений Толкина. Средняя школа Сан-Матео стала для него триумфом. Он окончил ее с отличием в 1985 году, вдохновленный философией Айн Рэнд и оптимизмом эпохи Рейгана. Как юрист я вижу здесь корни. Тилль рано усвоил, что мир – это арена, где сильные диктуют правила, а слабые подстраиваются. Но его детство в тени колониализма и апартеида отбрасывает тень на его мировоззрение до сих пор. В 1985 году Тилль поступил в Стэнфордский университет на факультет философии. Не самый очевидный выбор для будущего миллиардера. Он получил степень бакалавра в 1989 году, а затем окончил юридический факультет, получив степень доктора права в 1992 году. Но Стэнфорд стал для него не просто местом учебы, а полем интеллектуальной битвы, когда университет
заменил курс «западная культура» на «культура, идеи и ценности» с акцентом на мультикультурализм, Тиль взбунтовался. В 1987 году он стал сооснователем The Stanford Review, консервативно-либертарианской газеты, критиковавшей политкорректность. Газета финансировалась Ирвингом Кристаллом, а Тиль был ее первым, главным редактором. Позже, вместе с Дэвидом Саксом, он написал книгу «The Diversity Muse» 1995 год, в которой обвинял либерализм в университетах в размывании академической строгости. Книга вызвала бурю, ее осудили Кондолиза Райс и президент Стэнфорда, назвав демагогией. В 2016 году Тиль публично извинился за 2 пассажа в книге, которые интерпретировали как минимизирующие проблему изнасилований, заявив: «Я сожалею, что написал это. Изнасилование – это преступление во всех его формах». Именно в Стэнфорде Тиль познакомился с идеями Рене Жириара, французского антрополога, чья миметическая теория «желания людей подражают друг другу, что ведет к конфликтам и поиску козла отпущения» стала краеугольным камнем его мировоззрения. Жириар также повлиял на религиозные взгляды Тиля, сделав его христианство неортодоксальным. Он видит христианство как антиидентичность, сосредоточенную на истине, а не на социальных конструктах. Как юрист я вижу в этом стратегический ход. Тиль использует философию как оружие, чтобы оправдать элитизм и отвергать толпу. Это не случайность, это фундамент его будущей империи. После Стэнфорда Тиль попробовал себя в обычной жизни, работал клерком в апелляционном суде 1992-1993, юристом в Сулливан энд Кромвелл, ушел через год, трейдером деривативов Credit Suisse 1993, даже спичрайтером для бывшего министра образования Уильяма Беннета, но в 1996 году на волне дотком-бума он основал Thiel Capital Management с $1 миллион, собранным от друзей и семьи. Первый опыт был неудачным. Он потерял $100 тысяч на провальном стартапе друга по производству календарей, но это его не сломало. В 1998 году вместе с Максом Левчиным и Люком Носиком он основал Confinity, который вскоре стал PayPal, цифровым кошельком для онлайн-платежей с продвинутым шифрованием. В 2000 году компания слилась с X.com Илона Маска. В 2002 провела IPO, а затем была продана eBay за $1,5 миллиарда. Тиль, владевший 3,7% акций, получил $55 миллионов, став мультимиллионером. PayPal породил так называемую PayPal-мафию Илона Маска, Tesla, SpaceX, Рида Хоффмана, LinkedIn, Питера Сакса, Yammer, Дэвида Сакса, AI-царь в администрации Трампа в 2025 году. Следующий шаг – Clarion Capital 2002, хедж-фонд с пиковыми активами в $7 миллиардов, сделавший ставки на рост цен на нефть и ослабление доллара. В 2005 году фонд принес 57% прибыли, но в 2008 рухнул до $350 миллионов из-за финансового кризиса. В 2003 Тиль основал
Palantir Technologies, компанию по анализу больших данных для борьбы с терроризмом, вдохновленную антифрод-системой PayPal, с финансированием от ЦРУ через In-Q-Tel. Palantir стал инструментом для разведки, банков и даже миграционной службы ICE. В 2025 году $30 миллионов контракт на слежку за мигрантами. Это контракт Палантира. Тиль остается председателем, а компания, ставшая публичной в 2020 году, оценивается в миллиарды, хотя критикуется как орвелловский инструмент слежки. В 2004 году Тиль сделал ставку, изменившую его судьбу. Инвестировал $500 тысяч в Facebook за 10,2% акций, став первым внешним инвестором. К 2012 году он продал большую часть акций за $1 миллиард, что сделало его миллиардером. Он покинул совет директоров Мета в 2022 году, чтобы сосредоточиться на поддержке Трампа. Его венчурный фонд Founders Fund 2005 год с ветеранами PayPal вложился в SpaceX, Airbnb, Stripe, DeepMind, который продан Google, Anduril, военные дроны 2,5 миллиарда в 2025 году. Другие фонды Mistral Capital 2012 и Valor Ventures 2010 инвестировали в Vice, номер 26 и другие. В 2025 году Тиль поддерживает Erebor, цифровой банк на $2 миллиарда, Варда, космическая фармацевтика, Hadrian, оборонные технологии и Плазма, стейблкоин Neobank с доходностью 10%. Его ROS-IRA, начавшийся с $1700 в 1999 году, к 2025 вырос до $5 миллиардов без налогов. Гениальный хак налоговой системы. Как юрист я восхищаюсь. Тиль не просто инвестирует, он строит монополии, где, как он сам говорит, соревнования для лузеров. Книга Тиля Zero to One 2014 года написана с Блейком Мастерсом. Это манифест его философии. Прогресс по Тилю – это не глобализация, копирование или 1 to N, а инновации, создание нового или 0 to 1. Монополии лучше конкуренции, секреты – ключ к успеху, а оптимизм должен быть определенным, с четким планом. Блестящее мышление редко, но смелость еще реже гения, пишет он. Влияние Жириара очевидно, желания людей подражают друг другу, что приводит к конфликтам и поиску козла отпущения. Тиль – жесткий жирианист, и его инвестиция в Facebook была ставкой на миметическую природу социальных сетей. Но его философия идет глубже и становится мрачнее. В эссе 2009 года «Образование либертарианства» он заявил: «Я больше не верю, что свобода и демократия совместимы. Демократия, по его мнению, эмоциональна, краткосрочна и душит инновации». Он даже считает, что женское избирательное право с 1920-х сделало капиталистическую демократию оксюмороном. Тиль
скептически относится к выборам, поддерживает сиастединг, плавучие города без налогов, и исследование продления жизни, инвестиции в Singularity Institute. В 2025 году он читает лекции об Антихристе в Сан-Франциско, смешивая Жириара, нацистского юриста Карла Шмидта и Библию. Антихрист для него не человек, а система, мировое правительство, централизация через AI против децентрализации криптовалют. Он называет коммунизм и воук-культуру, гиперхристианство без искупления, предтечами Антихриста. США для него блудница вавилонская, движимая милитаризмом, а Best System – это государство слежки с дронами Андурил. Спасение по Тилю в Кейт-Коне, сдерживающие силы, возможно, воплощенной в Трампе. Как юрист я вижу здесь опасный блюпринт. Это не просто теория, а план для авторитарного технофеодализма, где элита, вроде Тиля, становится философами-королями. Тиль – республиканец с либертарианскими корнями, но с уклоном в национал-консерватизм. Он за строгие границы, против свободной торговли и биг-тех, хотя сам его строит. В 2016 году он пожертвовал 1,25 миллионов долларов на кампанию Трампа и выступил на съезде республиканской партии, заявив: «Я горжусь быть геем». Тиль открытый гей с 2016 года. Он участвовал в переходной команде Трампа, а в 2022 году вложил 15 миллионов долларов в компании Джей Ди Венса, ныне вице-президент, и Блейка Мастерса. В 2025 году он продолжает финансировать республиканскую партию для контроля над Палатой представителей. Его протеже Дэвид Сакс стал AI-царем в администрации Трампа, а Палантир получил контракт в рамках Dodge Department of Government Efficiency для создания мастер-базы данных мигрантов. Тиль призывает к перезагрузке отношений с Китаем, отвергая дихотомию «Китай слаб» или «Китай силен». Его сеть влияния обширна. Он консультировался с Джеффри Эпштейном по налоговым вопросам и инвестировал миллионы в его фонд. Венс – его протеже. Илон Маск – партнер по PayPal мафии. Тиль Fellowship с 2011 года $200 тысяч в 2025 году для 20 студентов, бросивших учебы. Это его вызов университетской системе. Коррупция лучшего худшее. Как юрист я вижу, Тиль не просто играет в политику, он формирует новую элиту, которая переписывает правила, ничего не скрывая. Тиль – мастер теневых операций. В 2016 году он тайно профинансировал иск Халка Хогана против Гавкер за публикацию его секс-видео, что привело к банкротству издания с выплатой $140 миллионов. Это была война за приватность, оправдывался он, Нью-Йорк Таймс. Палантир вызывает еще больше споров. Контракты с ЦРУ и полицией привели к обвинениям в расизме и массовой слежке. В 2025 году Палантир поставляет дроны Quantum Systems и Stark для Украины, но их использование связывают с нацистским оттенком из-за символики.
Новозеландское гражданство Тиля получено в 2011 году после 12 дней пребывания в стране и инвестиций в $7 миллионов вызвало скандал. Его обвинили в покупке паспорта. В связи с Эпштейном еще одна тень. Тиль обедал с ним и инвестировал в его фонд. Его поддержка Проспера, либертарианского города в Гондурасе, привела к спору на $11 миллиардов. На платформе X его называют демоническим за сравнение Греты Тунберг с антихристом. Биограф Маск Чавкин описывает его как смесь либертарианства и авторитаризма. Загадку. Как юрист я скажу, Тиль мастерски эксплуатирует лазейки, но его война с демократией – это риск для всех нас. В 2025 году состояние Тиля оценивается в $20,8 миллиардов, что делает его 103-м в списке Forbes. Он вошел в топ-100 самых влиятельных фигур в AI по версии Time. От инвестиций в DeepMind до менторства Сэма Альтмана OpenAI. Его лекции 2025 года об апокалипсисе шокируют. Криптовалюты – это либертарианство. AI – коммунизм. Он видит AI как сакрализацию капитализма, а Трампа как катекон, сдерживающий хаос мирового правительства. Но критики называют его олигархом, отвергающим жизнь ради машины. Его влияние в администрации Трампа 2.0, AI-буме и криптореволюции делает его фигурой, определяющей эпоху. Питер Тиль не злодей из комиксов, но и не герой. Он контрарианец, который учит. Думайте сами, стройте монополии, отвергайте толпу. Его успех в смелости и гениальности, но цена – эрозия демократии, массовая слежка и элитизм. Как юрист я восхищаюсь его IRA, но вижу угрозы в Палантир в 2025 году с возвращением Трампа и бумом AI. Тиль на пике влияния, но прогресс без этики – это путь к апокалипсису. Что думаете вы, Тиль спаситель или угроза? Пишите в комментариях, делитесь этим видео, давайте обсудим. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и до встречи в следующем разборе. С вами был Валерий Табаков из зала суда прямо в ваш экран.